Знойная страна горячих нравов, теплого моря и солнца. А была ли она такой всегда? Или стереотипные образы – это результат уже нашей цивилизации последних 2000 лет? В целом да. Древняя Испания представлялась в доримскую эпоху совершенно иной. Это было мрачное, плохо изученное место, населенное народами немногочисленными, но суровыми и бесстрашными. Немногие рисковали плавать туда и тем более селиться. В древности существовало разделение на землю иберов, Испанию современности, и Иберийское царство на Кавказе. Но уже древние хронисты находили много общего между этими крайними точками Средиземноморья. Схожесть наименования, любовь к вину, оружию и буйному нраву, искусство создавать железные предметы и петь мелодичные песни. Как получилась такая связь, историки объяснить не смогли. Но, вероятно, это можем сделать мы. И Испания, и Кавказ были регионами с самой высокой долей до индоевропейского населения, так называемой Древней Европы, уничтоженной индоевропейским нашествием бронзового века. Физическое истребление аборигенов было менее активным там, а также на севере Скандинавии, в Шотландии и на самом юге Италии, Франции и Греции. И население Иберии, и на Кавказе действительно ближе друг к другу, чем к соседним индоевропейским народам. Первое население Испании, культурно дифференцируемое, это неолитическая культура строителей мегалитов. Они возводили огромные каменные постройки и, судя по их распространению, широко населяли всю Западную Европу, а также побережье Средиземного моря. Неясно, как оказались эти люди в Испании, так как культура имеет памятники и в Африке, и севернее Испании в равной доле, то есть прямой маршрут миграции неизвестен. Но как население, антропологически, оно довольно сильно напоминало современных провинциальных испанцев, все те же невысокие стройные брюнеты. Постепенная экспансия с востока от индоевропейских степняков вынуждала каждую следующую культуру строить все более сложные укрепления и городища. Горная цепь Пиренеев сильно затрудняла натиск, особенно для коневодов, и пришельцы концентрировались на побережье или на севере страны у месторождений железа. Юг и восток же оставались безопасным и традиционным местом проживания прежних культур. И страна избежала завоевания и геноцида, как произошло в остальной Европе. Культуры постепенно сменяли друг друга, и на момент прихода римлян в стране существовала гремучая смесь из местных, африканских и индоевропейских племен. А основной канал появления чужаков приходился на морское побережье, откуда, собственно, и появились наиболее развитые народы Испании до Рима – финикийцы. Торговцы, пираты и рабовладельцы постепенно осваивали Средиземноморский бассейн, и в Испании им жизненно необходима была база для флота, чтобы корабли могли ремонтироваться, пополнять запасы и складировать грузы на пути оттуда в Карфаген, а далее в Тир и Сидон на побережье Сирии. Здесь мы впервые встречаем название Тартес, по-семитски Таршиш, некое грозное царство на Крайнем Западе, о котором знали греки. Там выплавлялось много руды, меди и олова, а также таинственный металл – орехалк, который ценили в легендарной Атлантиде. Скорее всего, речь шла о крупной финикийской колонии на самом стыке Гибралтара и Средиземного моря, из которого, вероятно, финикийцы плыли вдоль побережья в Британию, где также есть свидетельства их торговли, а также активнейшей добычи олова. Истощение руд привело к упадку колоний и исчезновению Тартеса. А кто же жил там? Иберия, до ее завоевания Карфагеном в 300 году до нашей эры, представляла собой регион, населенный многочисленными племенами, которые занимали территорию современной Испании и Португалии. Эти племена известны как иберийцы. Нельзя их считать отдельной культурой, единой и этнической группой. Скорее, это было множество разрозненных народов с общими элементами культуры, но значительными различиями в языках, обычаях и укладе жизни. Во-первых, это баски, коренные жители страны и самые прямые потомки доевропейцев, хотя генетики находят у них лишь треть таких генов. Смешение неизбежно. Это балары, племя морских жителей, которые в позднюю эпоху переселятся на Сардинию и станут хозяевами острова. А также лигуры, живущие на побережье Испании и Франции. Они прогнали на Сицилию других бывших иберийцев – сиканов, но сами проиграли кельтам
и сильно смешались с ними. Но ранее они якобы занимали всю Западную Европу. Как бы ни было, кельты разбили и ассимилировали их, но обычаи смешались так сильно, что часто этот народ называли кельты-берами. Лигуры были упорными, сильными племенами, склонными к вероломству и грабежу. Они воевали с кельтами и с финикийцами, а потом и с римлянами, и все покоряли их существенным усилием. Лигуры сильно уступали в развитии и прочем, сохраняя скорее армии каменного или бронзового века, когда уже шагали римские легионы, и финал был предсказуем. В конце концов, этот народ окончательно утратил свои корни и растворился в пришельцах. Последним лигурийским народом стали эллиски, народ Нарбонны, который стал отцами южным французам, но полностью растворился в римлянах и кельтах. Общество иберийцев было организовано в независимые племена, каждый из которых управлял своими вождями. Они часто воевали друг с другом, что затрудняло образование единого государства. Экономика основывалась на виноделии, скотоводстве, рыболовстве, на добыче полезных ископаемых, включая золото, серебро и медь. Иберийцы славились своим мастерством в обработке металлов, за что их часто делали рабами пришельцы, заставляя добывать и ковать для своих нужд ценные предметы. Иберийцы поклонялись различным богам, как своим, так и богам финикийцев и греков. Мелькарт, бог финикийских моряков, ценился в Испании. Луна, богиня, как ни странно, Луны, матерь сущего и отголосок доевропейских воззрений и некоторого матриархата у иберийцев. Также почиталась некая богиня охоты, появляющаяся в компании белых оленей, стремясь придать себе вес в Иберии. Один из императоров Рима спустя века также будет держать в своей свите двух белых оленей. Разумеется, нельзя не вспомнить ритуальные жестокие игры с животными, как на Крите, у этрусков, так и в Иберии. Постепенно ритуальное обескровливание жертвенного животного в атмосфере торжества трансформировалось в современную кориду, а праздник бегства населения от разъяренных быков по улицам также отголосок древнего культа и ближневосточной традиции, смешанной с доиндоевропейскими ритуалами. С X века до нашей эры финикийцы начали основывать колонии на Иберийском побережье, включая Тартес и Кадис. Они принесли иберийцам новые технологии, в том числе искусство кораблестроения, и способствовали распространению письменности. Греки также основывали свои поселения, такие как Ампарион, ныне Ампуриас. Они оказали влияние на иберийское искусство и торговлю. И кельтские набеги, а затем и оседание в Испании, не стало для них рывком вперед. Осознавая равенство сил, народы смешивались интенсивно и быстро. На западе, в современной Португалии, обитали лузитаны, известные своей воинственностью и непримиримостью к новшествам, а на юге – турдетаны, которые считались наследниками древнейшего местного государства Тартес, пришедшего в упадок и деградировавшего. Армия Ганнибала Барки была едва ли не наполовину из наемников иберов и кельтиберов, что почти привело его к успеху, и в случае победы Испания так и осталась бы в орбите Карфагена и ближневосточной традиции. Но крах полководца, разгром финикийского, взорвавшегося государства в Африке и богатейшие земли стали слишком нужными Риму. Рим долго и тяжело завоевывал Испанию. Иберы не сопротивлялись отчаянно и до смерти, но регулярно поднимали мятеж, как только Рим немного отвлекался. Терять же металлургическую кухню империи Рим себе позволить не мог. Лишь во времена упадка он уступил Иберию германцам, свевам, готтам и вандалам, а уже они проиграли войну маврам при безразличии потомков иберов и римлян, что затем приведет к почти 800 годам отвоевывания Испании у мусульман. Как считаете, Испания – это Европа или не совсем? Пишите в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дорогие друзья, критики и те, кто видит мои видео впервые, хочу анонсировать вам перезапуск Boosty и Patreon на моем канале. Не секрет, что YouTube довольно жесткая система со строгой модерацией, как с точки зрения правил поведения, так и тематики видео. Многие темы являются табуированными, закрытыми, не подлежащими обсуждению, что сильно сковывает тематику. И поэтому на Boosty для россиян и на Патреоне для иностранных зрителей будут свободные видео на те темы, раскрытие которых на YouTube будет невозможным и грозит всевозможными карами. Например,
Есть ли отличия в интеллекте у разных расовых типов? Красивы ли